За прошлые 2 дня я проехал примерно 270 километров от Стамбула и снова остановился на ночевку возле водоема. Место это находится на высоте порядка 800 метров над уровнем моря, поэтому ночью здесь было довольно прохладно. Температура внутри палатки ночью опускалась до 11 градусов. Думаю, на улице было не больше, чем +7. Выспаться хорошо не удалось, хоть утром, когда вышло солнышко, немного поспал. Надеялся сегодня раньше выехать, а заснул только часам к 9 утра. Судя по этому насыпу камней по дамбе, это водохранилище. На дне куча какого-то говна, но вода идеально чистая. Собака пришла на водопой, потом не выдержала и все-таки решила скупнуться. А это, похоже, профессиональный рыбак. У него 5 электронных удочек. Они начинают пищать, а катушки сами начинают накручивать, как только рыба клюнула. Еще до того, как рыбак успел подойти. Ничего себе, далеко леска. Он уже больше минуты так стоит, крутит, а лески даже не видно. Он ее доставал минуту 40 секунд. Похоже, с самой середины озера. Ого, ребёх. Похоже на карпа. Меряют, видимо, если меньше какого-то размера, то нельзя забирать. Нужно опускать обратно. Хоть бы не отпустил. Не буду пускать. А я все-таки решился скупнуться, хоть здесь и прохладно. А любопытная пчела перепутала камеру с цветком. Водичка, конечно, освежающая такая. Чувствуешь себя офигенно после такого закаляния утреннего. Он этой штукой забрасывает поплавок. А на пульте управления у него офигенно. У него еще в этой лодочке прикормка, а 5 удочек стоит в одном месте, потому что они забрасываются на разные расстояния. Походу он на середину озера забрасывает удочку. Неплохая такая рыбалочка на середине озера. Технологично. А фоновый шум это сейчас разматывание катушки. Застряла. Походу сигнал не доходит. Ну или зашел в воду. А сигнала все равно нет. Кораблик поплыл. Кораблик, видимо, не поплыл, он одевает костюм. Вот теперь точно поплыл. Сейчас нужно хорошо позавтракать и буду выдвигаться. Нашел вот таких вот мелких, но вкусных яблочек. Это, конечно, красиво. Пополняю запасы воды, сейчас заеду в еще одно место и в путь. Я заехал вернуть банку от молока и попросить немножко бензина. Окей, Ветер дует безумный, а это такой у них местный шериф, прям как в Америке. А на горе здесь местный универ. Все очень круто сделано, на уровне Европы или Америки. Я думал, может быть он какой-то международный, но на вид все вроде бы турки. И здесь даже слепые учатся, значит есть условия. Огромная территория универа, до сих пор еду по ней. Ректор Люк. Ректорат, видимо. На самом деле это идеальные условия для обучения. Я сам учился в подобном университете в Германии. Не зря многие известные университеты мира делают не рядом с городом и в красивых природных местах. В таких условиях создается своя студенческая тусовка и идеальные условия для обучения вдали от города. Я решил дальше ехать проселочными дорогами, чтобы не ехать по трассе, не нюхать выхлопы. И как только я съехал с горы, мне сразу встретился какой-то неведомый фрукт. Они просто громадные. Что среднее между грушей и айвой, в общем. Я думаю, оно не очень вкусное. Айва.
Мне довольно повезло, я еще нашел неподалеку 2 яблочка. Блин, я вот такой думаю, какой-то краской воняет. Потом смотрю, все колесо желтое. Оказывается, это только свежевыкрашенное. Еду сейчас по очередному из турецких городов. Глаз радует большая мечеть на фоне гор. Дальше мне придется ехать по трассе, а чтобы туда выехать, нужно проехать такую грунтовку. Какая большая разница между тенью и солнцем. В тени такое вообще ощущение, что градусов, наверное, 19, а на солнце 31. Здесь, конечно, красота. Только что ехал опять зацепом, зацепился за этот трактор. Он мне протянул больше 10 километров. В общем, дальше дорога пошла вниз, так что смысла за него цепляться нету, потому что я могу сам уже обогнать. Но он меня, конечно, затянул на гору конкретно, так прилично. Офигенно ехать с горы, почти 50 км в час. Только самое опасное, что муха или какой-то жук может просто глаз выбить, потому что я без очков сейчас. Сейчас все просто идеально. Справа ручеек, впереди большое озеро, красота, идеальная дорога и такой спуск. Как круто, что мне трактор затянул. Да я бы еще до сих пор на гору поднимался. А так на гору ехали на самую крутую 20 км в час. Я бы сам ехал бы там максимум, может, 12. Съехал чуть-чуть с трассы и упал сразу на такой колоритный турецкий рынок. Çilek. Теперь вот такая вот дорожка. Прикольно, в селе для коров вымощена вот такая вот дорога. Вся обкатанная. Нам бы все вот такие дороги. Бутылка уже норовит выпасть. А здесь так смотришь, прям украинское село. Единственное, что выдает, что это Турция, это минарет. Ну у нас редко где есть такая даже дорога. Дорога такая, как будто бы взяли щебень и приклеили его к земле суперклеем. Я сейчас нахожусь на высоте примерно 1 километр над уровнем моря, поэтому здесь огромные горы кажутся небольшими холмиками. До городка, где я планирую ночевать, осталось примерно 25 километров, и согласно GPS, дорога будет к нему идти все время вниз. Видимо, впереди будет ущелье, которое пока еще не видно, и я буду ехать по нему. Такую красоту портят карьерами своими. Дует настолько сильный ветер, что даже не особо чувствуется, что я сейчас вниз еду. А это в лесу все мусор валяется. Да, только не особо аккуратный народ. Кстати, здесь уже ветер почти не чувствуется, так что можно нормально разогнаться. Капец тут тепло. Разница температур. Градусов 10, наверное, разница уже. Прям горячий воздух идет. Максимальная скорость 66. В чем плюс ехать по горам, потому что там не жарко. Жизнь здесь вырабатывается тоже, конечно. Я думал, что смогу рано вставать, но нифига, потому что ночью не высыпаюсь, получается заснуть только под утро. В палатке довольно прохладно, твердо, а хороший сон тоже очень важен. Сегодня выехал ближе к часу. Ура, Менген! А на въезде в город меня встречает памятник этого повара. Заехал в город, сейчас буду искать место, где поужинать. Döner, no chili. Döner, Ondan yapsın sen bir ye bak bakalım. Bir tane ye ondan. No speak English. Взял только что вот такой вот дёнер за 6 лир. Поставил на зарядку все, что мог. Только что начал спрашивать в этой кафешке, какой-то дешевый отель, сколько вообще он может стоить. А мне сказали, что довольно-таки дорого. Я стал спрашивать место, где поставить палатку. Ну, как-то у нас что-то не особо получился разговор. Друг друга не понимали. В итоге какой-то чувак сказал, что я могу переночевать у него, чтобы я его подождал, что он сейчас сюда придет. Этот парень студент местного кулинарного колледжа. Видимо, поэтому на въезде в город стоял памятник повару. Я понял, это студенческий городок, потому что парень этот из Анкары. My department is gastronomy and culinary arts. Turkish are really good cooks. Yeah, I like so much.
Он предложил мне поиграть в волейбол, если я не сильно устал, у них в университете. А я сегодня проехал лишь 75 километров, так что можно и поиграть. Затем мы поехали кататься по городу с его друзьями. Her yer olsa da kezban trek. Yatamam evde yatak döşek. Çıktım dışarı açtım trap. Kafam şimdi fişek fişek. Yeah. Geceler cihan kirli heceler. Elit poşik turistler. Sokaklar ve polisler. Viski döküp sevişelim. Metal ediyor peşinden boyun eğmen soyunu dizlerim. Çıldırtırım etnik faşistleri. Polisten değil siz ben. Сидим с ней, пьем чай. Girersen sonra bana... Я спросил его, как у них проходят занятия в университете, и он мне решил показать это. Silelim de. Sonra şeyden 20.000 euro. Nice lessons. And then you get to eat it, all of it. Just. Yeah. Before and after. Yeah, exactly. It's perfect. I like so much. So after you finish, you're gonna be like a chef in a restaurant, or? Yeah. Так вот резко молодежь проводит вечера в маленьких городах. Никто не бухает в основном, пьют только чай, но все курят зато. Can you eat Зашли. one? Я? Can you eat? Okay. 4 tane istiyoruz abla biz. Зашли в пекарню, сейчас 11:30 ночи, а они, оказывается, готовят всю ночь, чтобы потом утром у всего города был свежий хлеб. All the night. На вид будто бы основа для пиццы, но хлеб просто очень вкусный. Они меня угостили. Он живет в общежитии, у них там 2 комнаты на 2 человек, но я спал в комнате его друга, потому что его не было. Я продолжаю рубрику о том, сколько мне раз безвозмездно помогли турки, и скоро место на экране закончится. Если вам было интересно, то не скупитесь на лайки и комментарии. Чем больше активности, тем быстрее выйдет новая серия. И лучшая благодарность автору — это поделиться роликом с другом. За сегодня я проехал 75 километров до города Менган. Водопады вообще идет идеальная дорога практически. Честно говоря, звучит немного как волк. Ну а теперь до встречи в следующем ролике.